Говорю, сейчас последний дубль записываю, иду переодеваться и помогать. И посмотри. Да, слушай, ну реально, ёб... Почти все сказал, последнюю фразу за... Ладно, все, последний раз. Все. Соберись, тряпка, соберись! Итак, что же мне сказал австралийский... Ну что, приветствую вас, друзья. Итак, что же сказал австралийский тюнер Мэтт мне сделать? Что нужно сделать, чтобы машина поехала? Он у меня спросил, если физически задние, вторые, то есть лямбды, отключены от системы. Да, они отключены были еще на предыдущем конфиге. Предыдущие тюнеры мне их отключили, сказали, можно вытаскивать их полностью. В общем, задние лямбды у меня отсутствовали полностью. Он попросил подключить задние лямбды к штекерам, чтобы мозги их видели, и закрепить. Выехать на дорогу, проехаться и посмотреть, что изменилось. Так, ну лямбды мы подключили к штекерам, прикрепили их там на стяжке, вроде держится нормально. В общем, сейчас заводимся, выезжаем на дорогу и посмотрим, что из этого выйдет. И получится ли вообще что-нибудь. А, да? Да. Охуй! Ты, Стасик, ты сумасшедший! Жалко разогнаться. Ну слушай, сейчас самая сильная смесь. Так, поехали. Это поехала тачка сейчас, слушай. Она не то что поехала, она полетела у тебя. Поехала. Поехала нормальненько. Охуенчик. Так, что тут у нас? У меня аж там мышка куда-то пропала, блин. Говорит, а мышка Полетела куда-то. мышку спряталась. Что за фигня, спросите вы? Причем здесь задние лямбды и такая вот объединенная смесь и так далее. Для этого мне придется вам рассказать все по порядку и вернуться на несколько лет назад. В общем, несколько лет назад, когда мы делали Atmo Config, который включал в себя впускной ресивер Kakimoto со спортивным фильтром, полностью мы строили выхлопную трассу на коллекторах Raptor и на средней кастомной части. И средняя кастомная часть у нас не включала в себя задние лямбды. То есть задние лямбды мы их отключали. Я обратился к определенным российским тюнерам, компанию называть не буду. Они мне пообещали отключить задние лямбды и EGR. И, конечно же, написать полностью кастомную прошивку. Они это все сделали, вроде как это все работало на Atmo Config. Как оказалось, потом уже это все было не совсем так идеально, как мне это казалось. В общем, что произошло? Когда Мэтт мне написал прошивку, я ему до этого сообщил, что лямбды у меня заглушены, но он думал, что лямбды у меня все равно подключены в штекеры к мозгам. Почему? Потому что на данных заводских мозгах Subaru отключить лямбды полностью невозможно. Можно лишь заглушить ошибки. И именно это сделали мне российские тюнеры. Они не смогли заглушить полностью лямбды. Они лишь отключили ошибки, но лямбды все равно имели, как называется на английском, influence, то есть они все равно имели влияние на работу мотора и на работу мозгов. Для этого они сделали прошивку, как потом выяснил Мэтт, которая делала жесткие корректировки в районе 25% по топливной смеси, постоянно. Но, когда уже Мэтт написал новую прошивку под мощный надув, под мощную прибавку воздуха, такую коррекцию уже делать нельзя, не получится сделать такие же 25%. И, конечно же, то, что мы получили, это то, что лямбды были отключены, они имели влияние на мозги, подавали сигнал MAF сенсору,
И мы получали ограничивание потока воздуха на уровне 128 граммов в секунду. В общем, Мэтт сказал, что делать мы будем так, что он напишет правильную прошивку под лямбды, но лямбды все равно обязательно надо включить в штекеры, подключить к мозгам, чтобы мозги их видели, потому что отключение лямбд с помощью только лишь заглушения ошибок не отключает их влияние на мозги и на мотор. Поэтому все, что он сделал, это написал нормальную прошивку, попросил меня просто-напросто подключить лямбды к штекерам, закрепить их, чтобы мозги видели, что они подключены. Ну а дальше уже он сделает правильную прошивку, все как надо. И вуаля, машина поперла с отличной смесью. На третьей передаче около отсечки мы получали смесь в районе 11,5. Это очень хорошая, правильная смесь для надутого мотора. Далее нам оставалось доделать всякие мелкие доработки, о которых я говорил еще в прошлых сериях, будь то удлинить проводку в систему воздушного охлаждения, поставить фильтр на насос высокого давления. В общем, доделать еще всякие мелочи, которыми мы займемся прямо сейчас. Итак, ребята, мы удлинили проводку и сделали мы ее на коннекторах. Средняя часть проводки будет всегда внедрена в моторный щит, а наружная часть, которая подключается к насосу или к контроллеру внутри салона, мы сделали отключаемой на коннекторах. Таким образом, если нам придется что-то из этого отключить, нам не придется перерезать провода. Для фильтрации воздуха, который засасывает вакуумный насос высокого давления, я прикупил на сайте eBay вот такой вот оригинальный мини-фильтр от K&N диаметром 35 мм. Тут в комплекте шла вот такая вот смазка. Сейчас нанесем ее на фильтр, подождем пока подсохнет и установим на насос. Да, кстати, местоположение насоса мы немножко передвинули вперед, так как до этого насос немножко упирался в подкрылок. Контроллер воздушной системы охлаждения мы расположили за пластиком в ногах у пассажира, а регулировку мощности насоса закрепили прямо на рулевой колонке под рукой. Крутим регулировку и повышаем мощность подачи холодного воздуха в компрессор. Давай! Нормально, Там аж прямо этот открылся. Ну а теперь, после того, как мы завершили установку компрессора почти в идеал, пришло время поднимать давление наддува. Как я говорил ранее, первый шкив, который мы поставили, обеспечивал наддув 0,5 бар. Теперь пришло время поднимать наддув с новым шкивом на давление 0,7 бар. Так, народ, шкив на 0,7 поставили, вроде сидит все четко, сейчас будем проверять. После установки шкива 0,7 бар я записал логи, отослал их Мэтту, Мэтт прочитал их, сделал небольшие корректировки, отослал мне обратно прошивку, и сейчас я буду опять заливать в мозги. Так, подключаемся к мозгам с помощью кабеля Tactrix OpenPort 2.0. Работаем мы с программой ECU Flash. Вот одна из наших новых прошивок.
Сейчас включаем зажигание. Нажимаем ОК. Проверяем некоторые показания. Сейчас будем записывать ее прямо в мозги. Значит, записываем сейчас прошивку. Хорошо, значит, Operation completed. Можно выключать зажигание. И теперь сейчас будет игра небольшая с зажиганием. Выключить, включить на определенное количество времени. Это мы пропустим. Так, ну что, ребята, давайте поговорим за ощущения. Значит, начнем со звука. Начнем мы со звука, ребята. В общем, на холостых у нас получается небольшой такой свист компрессора. К нему надо будет немножечко привыкнуть. Но кроме этого, звук реально бомбический. Отвечаю, реально, все, кто слышал звук вживую, просто кайфуют от него. Это действительно очень сочный, можно сказать, породистый, классный звук. Выезжаем и будем с вами просто разговаривать, что изменилось в лучшую сторону, в худшую. И я вам скажу сразу, что в худшую сторону не изменилось ничего. Ребят, напоминаю, компрессор у меня центробежный серии VLCB X30R. В чем прикол центробежного компрессора? Центробежный компрессор на низких оборотах надувает совсем чуть-чуть и раздувается по мере раскрутки мотора. То есть, чем выше ты крутишь мотор, тем больше давления он будет обеспечивать. В отличие от тех же винтовых компрессоров. В чем плюс такого компрессора на данном моторе? А то, что такой компрессор позволяет сохранить, так сказать, характер этого 3-литрового высококрутильного оппозитника. Реально вот этот вот оппозитник EZ30, его очень классно крутить в отсечку. И здесь, благодаря этому компрессору, получается, что мы не теряем вот этот вот характер. То есть, чем выше ты крутишь, тем больше у тебя энергии. Чем больше у тебя энергии. То есть, чем выше ты крутишь мотор, тем больше у тебя мощности. По моим ощущениям, момент здесь повышается примерно почти до 6, может быть даже 6500 оборотов. Потом уже чувствуется, что он немножко начинает угасать. Но при этом чувствуется, что мощность держится до самой отсечки. Вот реально, чем выше я его кручу, тем больше кайфа получаю от этого мотора и от этого компрессора. Теперь, ребята, мы поговорим немножко об ощущениях от езды. На моей машине установлена система SI Drive с 3 вариантами. То есть самый слабенький вариант — это Intelligent Mode, самый мощный — Sport Sharp. Благодаря этим 3 режимам мы кардинально меняем поведение машины. Если я думал, что раньше есть большая разница между, допустим, Sport Sharp и режимом Intelligent, то теперь это просто пропасть реально. То, как машина валит на Sport Sharp, это что-то. Первые 4 передачи — это просто дико адская валилова. Реально, ощущение просто огонь. Машина тебя вжимает в кресло. И вот до конца, можно сказать, 4-й передачи оно ускорение не ослабевает. С другой стороны, в режиме Intelligent мы действительно можем экономить топливо. И вот действительно разница в экономии топлива между этими 2 режимами теперь просто колоссальная. Кстати, по расходу топлива. По расходу топлива вместе с моим Валиловым на треке, а я уже успел побывать на треке. С
Валиловом на серпантине, с пробками, с обычной ездой по дорогам, со спокойной ездой я тоже я не наваливаю постоянно. Машина у меня повседневная. Расход у меня вырос всего лишь на пол-литра на 100 километров. Ребята, это реально ни о чем с такой мощной прибавкой. То есть теперь у меня расход составляет сколько? 13,8 литров на 100 километров в час. Это включая пробки, это включая обычную езду, это включая Валилово по серпантинам и на треке. 13,8 литров. А было у меня до этого, в принципе, 13,2, 13,4. Ну, реально разница в пол-литра на 100 километров вообще ни о чем. Теперь, ребята, поговорим о подхвате. Это компрессор центробежный, как я уже говорил. Центробежный компрессор, хоть он и раскручивается к верхам, но также на низах у него уже есть определенный буст. Плюс, как я говорил, версия этого компрессора специальная. У него уже доработанная крыльчатка, которая позволяет лучше раскручиваться на низах. И действительно, на низах у меня появился момент, которого раньше не было здесь от слова вообще. Напомню, да, что EZ30 это довольно-таки, хоть и большой, большеобъемный мотор, но он действительно раскручивался после 4000 оборотов. То есть, действительно, чтобы вытащить из него хороший момент, нужно было его крутить к 4000 оборотов. Действительно, вот там уже появлялся такой солидный, хороший момент. Да, был небольшой и неплохой момент, который позволял более-менее как-то передвигаться динамично в городе, чтобы не повышать слишком сильно обороты, но по сравнению с тем, что есть сейчас, это небо и земля. И вот, допустим, ребята, сейчас я включил режим Sport Sharp, вторая скорость, 2000 оборотов. Посмотрите, я слегка притапливаю педаль. Видели, да, как меня толкнуло? Еще раз, вот сейчас 2500 оборотов, слегка нажимаю педаль газа. Видите это, да? Значит, ребята, такого момента не было раньше никогда. И вот этот вот момент, он реально только повышается по ощущениям до целых 6000 оборотов, как минимум. Там уже после 6 немножко становится меньше, но все равно валит тачка до самого конца. При этом, если мы переключаемся на режим Intelligent, в котором раньше машина вообще просто не ехала, все равно остается очень приятный момент. Третья передача, 2000 оборотов. Все равно машина ускоряется, и ускоряется очень приятно. Этого раньше не было. Про промежуточный режим спорт я говорить не буду. Это промежуточный режим по потреблению топлива. Если вы действительно теперь хотите экономить топливо, чтобы у вас был нормальный расход, действительно нужно ехать на режиме Intelligent. Потому что на режиме Sport Sharp, в режиме тапка в пол, топливо просто ведрами будет вылетать через выхлопную систему. В общем, управлять машиной стало действительно кайфово, даже немного страшно, потому что на первой передаче, на второй передаче, при выходе из поворотов с тапкой в пол, на 225-й резине Toyo 3.8R машина шлифует всеми 4 колесами, закидывает очень агрессивно попку. В общем, реально настоящий кайф. Да, с такой мощностью, ребята, нужны хорошие тормоза. Так что очень вовремя я поставил Tarux 8-поршневые с двух составными дисками. Они реально теперь очень нужны. Даже, кстати, вот эти вот прибавка где-то в 30 килограмм на передней оси, она практически незаметна. Да, первая, вторая скорость просто адские. Третья и четвертая также валят дико. Ребята, это кайф. Это кайф, которым я не могу уже насладиться определенное время. Бочком. Жалко, негде разогнаться, но, скажем так, все тесты по динамике мы проверим, наверное, на треке или когда-нибудь на какой-нибудь открытой дороге. Сейчас, к сожалению, в таком потоке мы не сможем ничего сделать. Мотор не жрет масло, как и раньше он не жрал. Я не знаю, может быть, там 200-300 грамм за 5000 километров, которые включают в себя дикое Валилово.
В общем, что я могу сказать? Я очень доволен. Это реально очень крутой апгрейд для заводского мотора, который не вскрывался, на заводских поршнях, на заводских шатунах. Мотор очень классно валит, причем нет турболага. То есть мотор по ощущениям тянет с самых низов. Нету такого, когда турбина сдувается после каких-то оборотов. То есть вот мотор тянет с низов, раздувается еще больше к середине и тянет до самой отсечки. Это реально кайф. То есть действительно в этом плюс вот такого вот центробежного компрессора. Ребят, в последних сериях я вам расскажу все затраты. Да, комплект не дешевый, но скажу честно, вот эти вот эмоции на лице у меня, они окупают эти деньги. В следующей серии мы поедем замерять Subaru на компрессоре, на стенде. Поедем на тот старый диностенд Mustang Dyno, на котором я всегда мерил этот Subaru. Узнаем, сколько тачка выдает на давлении 0,7. В общем, так что, ребята, увидимся уже в следующем выпуске. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, кому интересен этот проект и кому вообще просто интересен тюнинг автомобилей. Ребята, с вами был я, Стас, канал Legacy Driver. Это была Subaru на компрессоре. Оставайтесь на канале, увидимся в следующей серии. Всем добра и счастливо. Надо навалить сейчас. Yeah.